АИ и персонализация. Как использовать умные штуки, чтобы продавать больше? Здорово, мои бюджетоубийцы. Сегодня разберем АИ. Не скучную теорию, а реальную штуку, которая может поднять твои продажи и влиться в конверсии. Я расскажу, как использовать АИ для цепляющих креативов и персонализации, чтобы ты не сливал бабки, а реально вел аудиторию к продаже. Эй, арбитражники и маркетологи, хотите повысить свои навыки и узнать о последних трендах в арбитраже? Заходите на ЦПА Лента, это платформа, которая полностью посвящена аффилиатному маркетингу и арбитражу трафика. Здесь собраны актуальные кейсы, полезные статьи, интервью с экспертами и новостями. Ищите лучшие партнерки или инструменты, ЦПА Лента поможет найти все это и даже больше. Все, что нужно для арбитража в одном месте. Хватит терять время на поиски, переходи на ЦПА Ленту и прокачай свой маркетинг уже сегодня. Что такое АИ в арбитраже и зачем он нужен? Объяснение по-простому. АИ — это не что-то космическое. Представь, что есть умная программа, которая помогает тебе понять, что нужно пользователю прямо сейчас, и показывает ему это. Простой пример — рекомендательная система, как в Netflix или YouTube. Они угадывают, что мы хотим смотреть. Почему это важно в арбитраже? Сейчас тупо показывать всем один и тот же баннер, скачанный со спай-сервиса по типу от Хёрта, блядь, это как стрелять по воробьям. АИ помогают настраивать рекламу так, чтобы каждый юзер видел то, что именно ближе ему. Основные инструменты АИ, которые легко использовать новичкам. Инструменты, которые не требуют глубоких знаний. Например, ChatGPT для создания текстовых креативов. Можно брать текстовые рекламы, например, подходящие заголовки или описания, а если заморочиться, то персонализированные сообщения. Есть еще второй сервис AdCreative AI для баннеров и изображений. Эта штука создает баннеры с помощью AI. Ты загружаешь простые идеи, а на выходе получаешь креативы, которые выглядят так, будто над ними работали дизайнеры, блядь. Третий сервис — это Лука. Он для подбора изображений и цветов. Лука помогает подобрать цвета и шрифты, чтобы визуально все смотрелось круто и однообразно. Итак, как же работать с АИ для персонализации? Я расскажу всего за 1 минуту в кратких шагах. Первый шаг — определиться с аудиторией. АИ лучше всего работает, если ты четко понимаешь, кому ты хочешь показывать рекламу. Молодежь, мамочки, бизнесмены, каждому нужна своя реклама и свой подход. Чем лучше ты определишь свою целевую аудиторию по возрасту, геотаргетингу или характеру, тем лучше будет персонализация. Шаг второй. Здесь вам потребуется креатив, который вы уже делали, который вы уже использовали. Загрузите его в AI-сервис и на его основе создайте то, что будет реально работать. Шаг третий. Настроить тесты. Загрузить, запустить, посмотреть, как это заходит. Тут можно сразу увидеть, насколько персонализированный креатив лучше работает. На самом деле это все банальные и простые шаги. А теперь реальный пример. За несколько минут я покажу на экране, как запустить один из сервисов. Например, это будет AdCreate AI. Он на самом деле самый интересный. И продемонстрирую, как за пару кликов можно получить баннер для рекламы. Сейчас я покажу, как быстро сделать баннер для конкретной аудитории, загружу картинку, пропишу текст, и на выходе у нас получится готовый креатив, который уже можно тестировать. Главное, не бойтесь экспериментировать. Первый раз может не зайти, чем больше вы будете пробовать, тем точнее будет становиться ваш результат и тем пизже будет становиться ваш креатив. Давайте не будем затягивать и переключимся прямо сейчас на экран. Так вот у нас выглядит сайт AdCreative AI. Значит, чтобы здесь зарегистрироваться, нужен антитег браузер, который бесплатный. Это у нас бит-браузер. И нужны прокси украинские, бесплатные, платные. Можете взять у друга еще где-нибудь. Да, в целом, если вы заливаете рекламу, они у вас есть. Нужна, значит, одноразовая почта MailTM и нужна карта для первобила, тоже украинская, я которую использовал и зарегистрировался вообще без проблем на 10 скачиваний креативов. То есть делать вы можете их сколько хотите и смотреть, какие у вас получились, а скачивать только 10. И так каждый раз регистрируйтесь очень быстро, ничего сложного абсолютно нет. Дальше интуитивно, понятно, создаете бренд. Я создал бренд из оффера, который взял на Offer Story, просто вставил ссылку, он сам все сгенерировал, текста там и так далее, баночку единственное тоже скачал и вставил. Дальше переходим в проекты и создаем проект, исходя из нашего бренда. Add Create Creative, создать новый, дальше выбираю размер креатива, нажимаю далее, здесь Generation Text, здесь Spanish, потому что мы льем на латам, дальше он текст сам генерирует, здесь призыв к действию, какой тон мы выбираем, допустим, дружелюбный тон, здесь название, можете все это перевести на русский, в целом вы будете понимать, что там написано. Здесь призыв к действию перейти на сайт. Дальше это сохраняем. Дальше он нам сам сгенерировал текст, призыв к действию. Он сам все сгенерировал по бренду, который вы создали. Вам остается только все проверять, изменять и так далее. Здесь у нас просит загрузить задний фон. Я его уже в целом скачал, подготовил, загрузил, сгенерировал на чатик GPT. Вот он у нас чатик GPT. Вот так вот у нас получилось. Значит, я, мужчина, засматриваюсь на красивую девушку и держа себя в руках, чтобы не подойти к ней, на заднем фоне смазанные банки с какими-то лекарствами. Вот у нас получились. Я ему пишу, что еще более реалистичным надо фотографию. Девушка более молодая, мужчина более взрослый. Вот получилась молодая девушка, на заднем фоне таблетки. Они смазанные, не видно, что там написано. И пожилой мужчина. Мне в целом нравится такой задний фон. И
я его скачиваю. Добавляем его в фотографии. У нас сейчас все загрузится. Мы ее вставим как задний фончик для наших будущих креативов. Здесь можно максимально по-разному играться. Варианты текста. Здесь все делает искусственный интеллект. И нажимаем генерировать. То есть максимально можно делать неоднозначные креативы. Если первые 5-10 раз попробуйте, у вас явно получится то, что вы бы делали там в конве какой-нибудь, я не знаю, раз 10. Максимально подбирать аудиторию, делать максимально задний фон, все это делать персонализированно к вашему клиенту, и тогда вы будете попадать в точку со своими креативами однозначно, потому что искусственные интеллекты набирают обороты, и без них в целом уже становится никуда. Делать креативы 5 минут, ребятки, и тестировать их чуть дольше. Поэтому такие вот текста у нас получились, такие вот креативы мне в целом нравятся. Здесь баночка, но почему-то она получилась не PNG-шная, но можно найти такой вот креатив, где как будто PNG-шная, то есть баночку можно в целом смотреть. Креативы достаточно неплохие. Призывы к действию, какая-то надпись, мужчина старенький, женщина там красивая. Цветами можете играться как хотите, с текстами можете играться как хотите. И все у вас получится, будет креатив, который вам будет точно нравиться. То есть такие вот креативы, да, они простенькие, но извините, на разную аудиторию. Там же опять же можно выбрать профессиональный стиль, юмористический стиль. Ну и в заключение, ребят, а это не только для программистов или ученых, мы арбитражники тоже можем использовать его, чтобы вытаскивать максимум из рекламы и попадать прямо в цель. Попробуйте обязательно один из этих сервисов, которые я показал. А если есть свои фишки, пишите обязательно в комментариях, мы это обсудим, попробуем что-нибудь снять для наших новых товарищей, которые только начинают осваивать свой путь в арбитраже. Не бойтесь экспериментировать, я буду держать вас в курсе. До новых встреч, с вами был Джонни.